Женщины, что вы делаете с собой, со своей жизнью? Вы вместо того, чтобы проявлять себя, свою природу, такой, какая вы есть внутренне, проявлять заботу о себе, о своем психическом состоянии, ментальном, физическом здоровье, да? Что вы делаете? Вы все припудриваете, вы все приукрашиваете. Вы пытаетесь показать, что ну вот как-то что-то лучше, чем оно есть. В этом плане необходимо учиться у мужчин. Вот они более искренние. Вот он такой, какой он есть, да, и там неважно, он ленивый, апатичный, там не любит что-то. Он вот это вот не боится показывать. Мужчина не боится показывать то, что он не любит, то, что ему не интересно, то, что ему не нравится. А женщина, она будет всегда пытаться как-то что-то улучшить, припудрить. При этом всем, возможно, сама вообще этого не разделяет, этой позиции, да, или этого там какого-то действия. И когда женщина вот так вот все припудривает, включая свою внешность, а, ты можешь припудривать свою внешность, если ты хочешь улучшить себя. Но старайся при этом всем не прятать, изначально, какая была реальность, потому что это важные знания, важная информация для мужчины, если он осознанно подходит к выбору своего партнера, да, и созданию семьи для понимания своего потомства, для понимания своего развития, вектора развития. Это не значит, что не надо за собой ухаживать и улучшать себя. Нет, надо, конечно, пожалуйста. Тем более сейчас такой огроменный выбор во всех этих процедурах. Но будьте при этом искренни и не бойтесь, скажем так, проявлять свое несогласие, проявлять свою искреннюю, настоящую позицию, что вам интересно, что вам нравится, а что нет. Вот воспитывая девочку, особенно раньше старались, да и сейчас, в принципе, стараются из нее сделать такую, как куколку. Куколку. Что же за куколка такая? Куколка, которая не кушает, не ходит в туалет. Куколка, она же не пахнет как-то по-другому, у нее нет морщин. Куколка не сидеет, у куколки все хорошо. У куколки, куда ее не поставишь, ей везде классно, у нее все в порядке. А, Это не есть реальность, это вот как раз иллюзорное проявление. Более того, вы не раскрываете себя, когда вы, скажем так, соответствуете ожиданиям других людей. Вы не сами, вы не своя, вас не видят и не слышат, и не понимают вообще. Не бойтесь говорить свое мнение, не бойтесь озвучивать то, что для вас важно, ценно, а что для вас безразлично, да, или не имеет никакого значения. Потому что женщина на самом деле формирует вектор развития для всего, что ее окружает. Потому что все, что ее окружает, это ее собственное продолжение. То есть женщина продолжает себя через свое творение. Вы, неважно, вы там вышиваете, шьете, вы вяжете, вы готовите еду любую, вы рождаете детей, вы заводите там котиков, собачек, птичек, рыбок, вы формируете свой собственный дом. Это все продолжение вас самих, это все продолжение женщины, потому что женщина — это энергия материальная, которая материализует любую идею. И если вы понимаете, что все, что вас окружает, является продолжением вас самой, то есть это продолжение вашего тела, можно так даже привести пример, ваша рука, нога и так далее, да? Ваши дети, ваши, я не знаю, внуки, ваши коты, собаки, это все вы. У вас не ограничивается, вы не ограничиваетесь только рамками своего тела физического, вот так вот скажу. Так вот, обращайте внимание, на что вы создаете, насколько то, что вы создаете, соответствует вашим желаниям, насколько оно вашей реальности, вашему видению, вашему пониманию вообще жизни и то, что вы хотели бы для себя.
как вы, скажем так, останавливаете то, что является негативным для вас, деструктивным, как вы общаетесь, коммуницируете с другими людьми, насколько вы пытаетесь быть удобной или быть собой. Быть собой не значит выглядеть плохо или там не ухаживать за собой, или, я не знаю, ну, быть собой — это ваша уникальность, которую как раз очень ярко можно увидеть в натальных картах астрологических, нумерологических и других всех. То есть там есть вы, искренняя, настоящая. А то, как вы живете, в основном соответствует ожиданиям ваших родственников, ваших родителей, да, ваших там друзей, вашего мужа, парня, тенденции моды, которая сейчас идет. То есть вы, по сути, очень часто не проявляете себя искренне. А в этом ключ успеха для женщины. Быть собой, не позволять себя, скажем так, переделывать под кого-то. Если вы, конечно, не на каком-то конкретном тренинге, куда вы специально сами же пришли и записались для обучения. Учитывайте это. Учитывайте, что вы творите. Какой мир вы творите вокруг себя. Какой мир вы творите внутри своих близких, внутри своего дома. Какой мир пребывает внутри вас самих. Такой же и будет в окружении вашем, такой же будет в вашей реальности. Во благо.